Мы имеем дело с мусором каждый день. Ежедневно каждая хозяйка сама или посредством домочадцев выбрасывает в мусорные контейнеры ведро мусора. Если система вывоза налажена хорошо, то в городе никто не обращает внимания на то количество мусора, которое за один день производится и выбрасывается только одним домом. Но если мы начнем разбираться, сколько мусора производит все население Земли и куда этот мусор девается, то можем испытать настоящий шок. Большое Тихоокеанское мусорное пятно – это крупнейшая зона накопления пластмассы в океанских водах. Ученые заметили его между Гавайями и Калифорнией еще в конце 70-х, но по-настоящему забеспокоились лишь после публикации американского океанолога и спортсмена Чарльза Мура. В следующие годы Чарльз Мур пытался достучаться до общественности и писал одну за другой статьи, а также основал фонд морских исследований Алголита. В 1999 году выяснилось, что мусора в пластиковом супе в 6 раз больше, чем зоопланктона. 80% отходов поступает в этот район с суши, а 20% сбрасывается с кораблей. При этом мусор с западного побережья Северной Америки совершает путешествие сюда за 5 лет, а с восточного побережья Азии примерно за год. За последние 20 лет экологи провели множество исследований большого Тихоокеанского мусорного пятна. Новейшее и самое крупное из них продлилось 3 года и завершилось публикацией печального отчета в 2018 году. В этой экспедиции приняли участие 30 кораблей, оборудованных сетями. Они одновременно прошли через пятно, чтобы оценить его истинные масштабы и взять пробы. Картографическая работа велась также с 2 самолетов. В частности, самолет Си-130 «Геркулес» был оснащен передовыми датчиками для сбора мультиспектральных изображений и 3D-сканирования океанского мусора. Ученые, связанные с Фондом очистки океана, 6 университетами и компанией по производству воздушных датчиков, опубликовали свои неутешительные выводы в журнале Scientific Reports. Выяснилось, что площадь мусорного пятна равна 1,6 миллиона квадратных километров. То есть оно вместило бы 3 Франции или 2 Техаса. Количество пластика превзошло ожидания ученых в 16 раз. Они собрали 1,2 миллиона образцов и подсчитали, что большое Тихоокеанское мусорное пятно хранит в себе 1,8 триллиона кусков пластика весом в 80 тысяч тонн. Примерно столько же весит 500 гигантских реактивных самолетов. Ученые ожидали увидеть преимущественно микропластик, но оказалось, что 92% отходов представлено крупными кусками – бутылками, банками, пакетами и прочим, и только 8% маленькими частицами размером менее 5 мм. Само по себе пятно исчезнуть не может. Ситуация с каждым годом будет только ухудшаться, поскольку приток мусора в этот район между Гавайями и Калифорнией гораздо больше, чем отток. Ежегодно в океан из рек поступает от 1,15 до 2,41 миллиона тонн пластика. По прогнозам некоторых ученых, к 2050 году в земных океанах будет больше пластика, чем рыбы. Разные виды растений и животных обрели свой новый дом в большом Тихоокеанском мусорном пятне. И это может быть опасно для обитающих в океане живых существ. По словам автора исследования Линдси Харам из Смитсоновского центра экологических исследований, многие прибрежные виды беспозвоночных выбрали своим домом эту свалку пластика. Вместе со своими коллегами Харам назвала новое сообщество живых организмов неопелагиальными. Пелагиаль – это участок океана возле поверхности. Давно известно, что прибрежные виды беспозвоночных могут пересекать водные пространства с помощью водорослей, древесины, семян растений. Но это биоразлагаемый материал, который не существует долго. С появлением огромного количества пластиковых отходов вопрос с дальней транспортировкой в открытый океан решился сам собой. Теперь прибрежные виды не только могут путешествовать на пластике, но и заселяют большую пластиковую свалку в Тихом океане. Раньше большие расстояния были преградой для расселения прибрежных организмов, а теперь они не только плывут в открытый океан, но и быстро воспроизводятся и создают обширные сообщества. По словам ученых, новые виды могут выступить в качестве захватчиков местной территории океана, что повлечет за собой изменения в экосистеме.
Таким же образом, эти организмы могут стать инвазивными видами, которые смогут проникнуть на охраняемые природные парки на островах и на охраняемые морские территории. По словам Харам, новые экосистемы еще нужно тщательно изучить, и ответы на вопросы, сколько прибрежных видов обитают уже в этом мусорном пятне и как часто они пересекаются с другими видами. Пластик уже стал таким же вездесущим веществом в океане, как вода и соль. Он присутствует в организме многих морских животных и даже, возможно, в вашем, если вы едите рыбу и морепродукты. Ученые специально ловили обитателей океанов, искали в них пластмассу и, конечно, находили. Например, рацион морских черепах, которые были пойманы в районе мусорного пятна на рыбных промыслах, на 74% по весу состоял из океанических пластмасс. Пластик становился причиной гибели животных и по другой причине. 46% пятна составляют рыболовецкие сети, которые калечат и убивают всех своих случайных жертв. Экологи бьют тревогу. Пластик добрался даже до самых удаленных частей света, например, на отдаленных берегах острова Шпицберген в Арктике. В среднем находят по одному предмету через каждые 5 метров. Прошлым летом австралийские ученые нашли мусор даже на острове Хендерсон, который находится между Новой Зеландией и Перу. А ведь в радиусе 5500 километров от него нет ни одной обитаемой территории. Зная, что 4 океанических течения сгоняют мусор в гигантский водоворот между Калифорнией и Гавайями, Калифорнийский некоммерческий институт Ocean Voyages Institute занимается этой проблемой с 2009 года и регулярно организует рейсы для очистки океана. В прошлый раз экспедиция Калифорнийского некоммерческого института собрала 40 тонн пластика, в том числе была выловлена 5-тонная рыболовецкая сеть. Ученые подсчитали, что 90% пластиковых отходов в Мировом океане попали в него всего через 10 рек. Перехват пластика в реках гораздо более рентабелен, чем борьба с ним в океане. Об этом одним из первых задумался молодой изобретатель из Нидерландов Боен Слат. С тех пор, как в 16 лет во время отдыха с родителями в Греции он увидел мусор в море, Слат прилагает массу усилий по организации очистки океана. Созданная им компания The Ocean Cleanup в прошлом году представила систему Interceptor для сбора мусора в реках. Она выглядит как катамаран, к которому прикреплен длинный плавающий барьер. Interceptor работает на солнечной энергии и способен за сутки собрать до 50 тысяч килограммов мусора. Однако больше всего Слата занимает большое мусорное пятно. Пока мир сражается с коронавирусом, нидерландский изобретатель отправил в Тихий океан судно, которое собирает мусор с помощью легких водоплавающих труб общей длиной 600 метров. Первая партия отходов была доставлена в Нидерланды на переработку в начале марта. Компания существует на пожертвования неравнодушных граждан. Но Боену Слату предстоит запустить еще сотни экспедиций, прежде чем этот район начнет очищаться. Если же люди не перестанут покупать пластиковые вещи и бросать их в воду, то приток в любом случае будет превышать отток, а океан в конечном итоге затянется ровным слоем мусора. Несмотря на то, что исправление и очистка этого огромного мусорного пятна кажется сложной задачей, впереди есть шаги, которые мы с вами можем предпринять в нашей повседневной жизни. Чтобы предотвратить добавление отходов к существующему, а также образование новых пятен мусора в других частях нашего океана, необходимо следующее. Контролируйте использование одноразовых предметов в вашей жизни. Убедитесь, что вы используете вещи достаточно долго, прежде чем подумать об утилизации. Прочтите о типах пластмасс и узнайте больше о методах их переработки. Поменяйте местами обычный пластиковый предмет, который вы используете ежедневно, и более экологический. Примите участие в уборке пляжа, сквера, парка, своего двора и даже попытайтесь организовать ее с вашими друзьями и семьей. Распространите больше понимания ситуации среди своих знакомых. Вырежьте петли из пластиковых предметов. Даже если они окажутся в океане, морская жизнь не должна умереть мучительной смертью. Старайтесь сортировать свои отходы.
Общество уже осознает, что нужно массовое понимание и соблюдение правил по выбрасыванию пластиковых отходов обывателям. Только всеобщими усилиями мы сможем противостоять засорению Мирового океана, материковой части континентов и тем самым спасем природу, животный мир и себя. Необходимо масштабировать и ужесточить существующие требования к нарушителям, загрязняющим водные акватории Мирового океана. Необходимо увеличить утилизационные предприятия и производство, вводить их в странах третьего мира. Ведь основной источник засорения именно они. Но начинать этот процесс нужно каждому с себя. Берегите природу, и она убережет вас. Всем привет! Сегодня мы поговорим о загрязнении окружающей среды, одной из самых острых проблем 21 века. Человек, думая в первую очередь о своем комфорте, потребительски относится к природным ресурсам. Ежедневно в озера и реки сливаются тонны жидких химических отходов от заводов, фабрик, атомных электростанций и других предприятий. Выхлопные и промышленные газы загрязняют атмосферу, создают парниковый эффект и вызывают тяжелые заболевания у людей и животных. Бездумное использование природных ресурсов, выкачка нефти и газа, разработка карьеров, вырубка лесов также катастрофически ухудшают экологическую обстановку. Если вы сортируете мусор, минимизируете использование пластика, выбираете экологический транспорт, вы, безусловно, помогаете нашей планете. Но знаете ли вы, что второй по значимости проблемой для окружающей среды является наша одежда? Да, те изделия, что покрывают и защищают наше тело, медленно убивают экологию. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, что такое быстрая мода и какое влияние она оказывает на экологию. Мы познакомим вас с брендами, которые являются самыми яркими представителями быстрой моды, и разберемся, каким последствиям приводит бесконтрольное производство одежды. Расскажем, какие изменения происходят в индустрии моды сегодня и что потребители могут сделать, чтобы спасти планету. Но давайте обо всем по порядку. На протяжении всей нашей жизни мы регулярно покупаем одежду. Чаще всего мы меняем гардероб, когда наши вещи становятся немодными. Мода – изменчивое и скоротечное явление. Под влиянием культурных и политических факторов она определяет тип, форму и крой одежды, которая будет популярна в какой-либо сфере определенное время. Быстрая мода или fast fashion – это максимально частое обновление одежды, соответствующее новым тенденциям моды. Потребители получают практически идентичную одежду той, которая только засветилась на мировых подиумах. Буквально за неделю-две трендовые модели появляются в магазинах масс-маркета по достаточно низким ценам. При такой бизнес-модели новинки выпускаются до 50 раз в год и поступают в магазины почти каждую неделю. Актуальные тренды теперь доступны каждому. Дешевая одежда позволяет собрать бюджетный стильный лук, надеть его на один вечер, а затем отправить пылиться в шкаф или выбросить на помойку. Так возникают дополнительные угрозы для окружающей среды, ведь ресурсы для их производства тратятся зря. Вещи fast fashion производятся из бюджетной ткани и могут покрыться катышками после первой носки или потерять форму после первой стирки. Такие изделия не рассчитаны на длительную эксплуатацию, максимум на один сезон. Быстрое обновление гардероба выгодно компаниям. Они увеличивают товарооборот и получают хорошую прибыль. Но чем это может обернуться для экологии и всего человечества? Давайте посмотрим на цифры. За последние 20 лет объем производства одежды в мире увеличился более чем в 2 раза. Каждый год изготавливается порядка 150 миллиардов предметов гардероба. Это на 400% больше, чем в 2000 году. Из них продается чуть больше половины. Сегодня среднестатистический покупатель приобретает на 60% больше одежды, чем 20 лет назад. Но носит меньше. Срок использования одной вещи сократился в 5 раз. 80% вещей из масс-маркета оказываются на помойке раньше, чем за 12 месяцев после покупки. Около 20% новой одежды остается не распакованной и не надетой ни разу. На свалку отправляется 9 из 10 вещей, и только 10% одежды попадает на переработку.
При всем желании выглядеть стильно, люди носят большую часть времени лишь 20% своего гардероба. Несмотря на все эти цифры, маркетинговые компании продолжают уверять, что именно без этой новинки нам не обойтись. Под влиянием рекламы потребители совершают импульсивные покупки. Многие из них даже не догадываются, какой вред планете приносит очередная стильная обновка. Кроме того, индустрия моды тратит огромное количество невозобновляемых ресурсов. Например, на производство одной футболки требуется около 2700 литров воды. После нескольких стирок ее выбросят на свалку, где она будет медленно разлагаться, загрязняя окружающую среду. И даже это далеко не полная картина. Текстильная промышленность сама по себе губительно влияет на природу, а быстрая мода ускоряет эти деструктивные процессы. По скорости загрязнения окружающей среды она почти догнала нефтяную промышленность. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, в состав почти половины всей производимой одежды входят хлопковые волокна. Для выращивания хлопчатника требуется обильное орошение почвы огромным количеством воды. Это ставит под угрозу мировые запасы питьевой воды. Кроме того, разлагаясь на мусорных свалках, натуральные ткани выделяют метан и загрязняют грунтовые воды. На производство искусственных тканей ежегодно тратится около 10 тонн нефти. Во время стирки от синтетических вещей отделяются тысячи микрочастиц пластика. Они проходят через очистные станции и попадают в мировой океан. В некоторых странах частицы пластика уже были обнаружены в питьевой и бутилированной воде. А в 2020 году ученые впервые нашли микропластик в человеческой плаценте. Попадая на свалку, синтетические волокна разлагаются 200 лет, выделяя парниковые газы и ядовитые вещества. Сточные воды текстильных фабрик насыщены токсичными отходами, красителями, фрагментами синтетических волокон, пестицидами с хлопковых полей. Сброс ядовитых химикатов, используемых для покраски тканей, превращает реки в разноцветные потоки, которые сжигают все на своем пути. Fast Fashion пока не готова платить больше за экологическую систему окрашивания и продолжает использовать дешевые красители. Это приводит к гибели речных животных и делает воду опасной для жизни. Такие крупнейшие реки, как Ситерум в Индонезии и Чжуцзян в Китае, уже стали непригодными для человека и рыбы. Кроме того, некачественные ткани, дешевые красители и неправильная утилизация представляют опасность для работников фабрики и жителей близлежащих районов. Быстрая мода – это проблема, что привела к появлению огромного количества одежды, которая быстро обесценивается, не перерабатывается и отправляется на свалки по всему миру. Старейшими и крупнейшими гигантами Fast Fashion принято считать бренды H&M и Zara. Сегодня Zara выпускает более 20 коллекций в год, а H&M предлагает новые продукты не реже, чем раз в месяц. Также к быстрой моде относятся Forever 21, Primark, Topshop, Mango, Asos, Missguided, Boohoo, Gap и многие другие. Эти бренды производят большое количество недорогой одежды, которая быстро меняется в соответствии с модными тенденциями и не предназначается для длительного использования. Они не всегда соблюдают стандарты экологической безопасности, и большинство вещей создают из дешевых синтетических материалов – полиэстера, нейлона, вискозы. Эти магазины пропагандируют быструю моду и демократизируют цены. Они могут вас одеть как голливудскую кинозвезду, но только в пластиковую одежду. Производство крупных брендов Fast Fashion расположено в основном в странах Азии – в Бангладеше, Индии, Вьетнаме, Камбодже, Индонезии. В этой сфере, кроме вреда окружающей среде, часто встречаются нарушения прав работников. Мизерная оплата труда, низкие стандарты безопасности на производстве, нарушение прав женщин, эксплуатация детского труда. Нашу одежду шьют около 75 миллионов людей, 80% из которых молодые женщины в возрасте от 18 до 24 лет. Большинство из них вынуждены работать в ужасных условиях за копейки. Например, швея с Эфиопии зарабатывает в среднем $26 в месяц, а с рубашки за $29 рабочий получает 0,6%, то есть 18 центов. Поэтому, когда вы снова увидите бирку «Made in Bangladesh», то стоит задуматься, кем эта вещь шита, за какую оплату и в каких условиях. Также многие текстильные фабрики находятся в Турции, Китае и других развитых странах.
Здесь также никто не спешит решать проблему загрязнения природы, ведь желание удешевить производство превышает стремление сохранить экологию. Модная индустрия потребляет много энергии, электричество требуется для работы оборудования, а тепло – для мытья, сушки и окрашивания тканей. Как следствие, производства выбрасывают значительное количество парниковых газов в атмосферу. По выбросам углекислого газа текстильная промышленность вдвое вреднее судоходства и авиации вместе взятых. Помимо этого, транспортировка готовых изделий приводит к дополнительному выделению СО2. Ведь, к примеру, только за 2018 год мировая фэшн-индустрия стала причиной выброса более 2 миллиардов тонн парниковых газов, что составляет 4% от общего количества. Таким образом, фэст-фэшн ускоряет глобальные изменения климата. Сегодня в сфере быстрой моды происходят изменения, связанные с увеличением обязанностей потребителей и требований к экологической и социальной ответственности брендов. Все больше компаний начинают работать над улучшением условий труда в своих производственных цепочках, а также над снижением экологического воздействия при транспортировке товаров. Также некоторые бренды начали запускать программы по вторичной переработке и утилизации своих товаров. Например, H&M предлагает клиентам сдать старую одежду и получить 15% скидки на новую, а все непроданные вещи компания отправляет на переработку или в благотворительные фонды. Некоторые бренды периодически выпускают линии одежды из органических материалов. Например, в 2017 году Mango выпустил экологическую линейку одежды Committed. Для ткани были использованы материалы натурального происхождения – органический хлопок, лен и тенцель. А в концепции линейки были заложены принципы справедливой торговли и устойчивого производства. Также с каждым днем растет популярность брендов, которые специализируются на экологически чистой моде. Например, Patagonia, Reformation, Everlane, Amo Vert, Эйлин Фишер. Эти бренды используют только натуральные материалы, а также соблюдают высокие стандарты социальной ответственности. Они стремятся создать более устойчивую и щадящую модную индустрию. Современная мода пытается найти пути решения экологических проблем, но пока еще не вывела идеальную формулу. Важно помнить, что не только текстильные гиганты, но и каждый потребитель может внести свой вклад в уменьшение негативного воздействия производства одежды на окружающую среду. Даже на бытовом уровне мы можем способствовать улучшению экологической ситуации. Быстрая мода приводит к созданию большого количества отходов. Многие люди выбрасывают свою одежду после нескольких носок, вместо того, чтобы дать ей вторую жизнь или переработать. Покупка некачественных вещей, что прослужат дольше, и забота о правильной утилизации – это первые шаги на пути к спасению экологии. При походе в магазин остановите свой выбор на более устойчивых и менее вредных материалах, таких как органический хлопок, бамбук или конопля. Чаще покупайте БУ одежду, пользуйтесь услугами аренды и выбирайте бренды, которые заботятся об окружающей среде. Это также снизит негативное влияние fast fashion. Но ни в коем случае не выбрасывайте на свалку и не сжигайте вещи. В идеале бренды должны стать более сознательными и сократить производство одежды от нескольких раз в месяц до одной коллекции в сезон. Также нужно менять источники энергии на производствах. Энергоснабжение и замена существующих технологий на возобновляемые источники энергии должна сократить выброс углекислого газа на 60%. Также производители могут предлагать клиентам услуги по ремонту и переработке одежды в новую ткань и помогать избавляться от старых вещей. Некоторые бренды уже начали трансформацию в сторону большей ответственности перед экологией, но единичные экопроекты не в силах противостоять мировым монополиям. Положительные изменения могут быть достигнуты только при совместных усилиях всей отрасли и общества в целом. Потребитель играет главную роль в этой системе. Не будет спроса – не будет предложения. В
противовес быстрой моде в последние годы начала развиваться идея устойчивой моды. Это понятие предполагает изменение принципа потребления путем замедления темпов обращения стиля, переработки материалов, обращения к экологическому стандарту и этике потребления. В 2007 году Кейт Флетчер противопоставила быстрой моде понятие «медленная мода». Это направление предназначено, чтобы отказаться от бездумного потребления масс-маркета. Медленная мода — это об осознанном выборе, неповторимом стиле, покупках в секонд-хендах и винтажных магазинах, натуральных тканях и экологичности. Сегодня поколение Z и миллениалы выступают за сознательное потребление больше, чем любая другая возрастная группа. Это, несомненно, вселяет надежду на светлое будущее. Пока проблема быстрой моды не стала катастрофой, мы еще можем что-то изменить и не допустить, чтобы наша планета утонула в горах текстильного мусора. В этом мире будут жить наши дети, поэтому перед очередной покупкой не поддавайтесь импульсу, хорошо обдумайте ее ценность и цель приобретения. Помните, внешний вид – это не только одежда. На этом у нас все, друзья. Делитесь в комментариях, как часто вы обновляете свой гардероб и каким способом избавляетесь от старой одежды. Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы затронем очень глубокую и важную тему – вырубку лесов. Вырубка лесов – процесс уничтожения лесных массивов и их экосистем. Вырубка является одной из наиболее серьезных экологических проблем нашего времени. Она оказывает негативное воздействие на климат, биоразнообразие, почву и водные ресурсы. В этом видео мы рассмотрим причины вырубки лесов, ее последствия и возможные способы предотвращения этой проблемы. Вы узнаете, почему лесные насаждения чрезвычайно важны для человечества, почему уничтожение леса пытаются восстановить и какими способами это возможно сделать. Каждому из нас жизненно необходимо быть осведомленным в этой теме и не стесняться поднимать ее при каждом удобном случае. Поэтому давайте разбираться, что к чему. Леса – это ценный ресурс, подаренный человечеству природой. Сегодня они занимают более 30% суши Земли и в жизни людей отыгрывают три основных роли – экономическую, социальную и экологическую. Давайте коротко пройдемся по каждой из них. Начнем с экологической. Если вы сегодня делали глубокий вдох, то поблагодарите леса, ведь деревья – это зеленые легкие планеты. Они являются природным фильтром, который поглощает из атмосферы углекислый газ, а обратно выделяет кислород, необходимый людям и животным для дыхания. Леса служат важнейшим резервуаром для углекислого газа, удерживая его в надземной части деревьев, в корнях и почвенном покрове. Так они смягчают изменения климата и препятствуют глобальному потеплению. Также зеленые массивы очищают воздух от пыли и других вредных компонентов, которые оседают на листьях и смываются дождями на грунт. К примеру, 10 тысяч квадратных метров леса за год утилизируют до 100 тонн пыли. Весной лесная подстилка накапливает влагу, что позволяет регулировать уровень воды в ближайших водоемах, не допуская ни наводнений, ни пересыхания. А испаряемая деревьями влага возвращается в атмосферный круговорот и предотвращает иссушение близлежащих территорий. Если вы живете возле лесополосы, то поздравляем! Ваш дом оснащен естественной шумоизоляцией. Леса способны снизить шум от автодороги на 11 дБ. Кроме того, лесные насаждения защищают сельскохозяйственные земли от сильных ветров, поздних заморозков, эрозии грунта, оползней и других неблагоприятных процессов. Не менее значимой является и экономическая роль леса. Согласно оценкам исследователей, более миллиарда жителей Земли прямо или косвенно получает из лесов пользу в виде заработка или продукции. Главным материальным ресурсом является древесина, из которой производят бумагу, стройматериалы, мебель, различное древесное топливо и многое другое. Без этих ресурсов человек пока что никак не может обойтись. Даже обыкновенные дрова, несмотря на стремительный прогресс и появление новых источников энергии, все еще используются для отопления жилищ, хотя уже и не так широко. Кроме того, древесина является возобновляемым ресурсом и, в отличие от пластика, полностью разлагается в естественной среде. Что касается социальной роли, то здесь все просто. Лес – это история. С древних времен лес был неотъемлемой частью жизни людей. Здесь можно найти важные для выживания ресурсы – воду, еду и убежище. В легендах и сказках каждого народа
Лесу отводится важная роль. Это место силы, защиты и исторической памяти. А сегодня лес является любимым местом отдыха и перезагрузки почти каждого человека. Почему же люди собственными руками уничтожают столь ценный ресурс? Основная причина вырубки – конечно же, использование древесины. Как я упоминал ранее, дерево имеет высокую ценность как строительный материал, сырье для изготовления бумаги, химических веществ и многих бытовых предметов. На сегодняшний день из дерева делаются более 20 тысяч наименований предметов, необходимых людям. Также на протяжении тысячелетий население планеты занималось вырубкой лесов для расширения пахотных земель и пастбищ. Люди продолжают делать это сегодня, потому что увеличивается потребность в еде и требуется больше площади для выпаса скота и посева сельскохозяйственных культур. Пагубно влияет на зеленые насаждения и урбанизация. Деревья вырубают, чтобы на их месте построить новые дороги, жилые дома, коммерческие зоны и даже целые города. Кроме того, много деревьев уничтожается в результате лесных пожаров, которые опять же случаются из-за человека. Но это уже немного другая тема. Вырубка лесов происходит по всему миру, но наибольший ущерб природе и экосистемам наносится в тропических и субтропических регионах. Например, в Амазонии, Конго, Индонезии и Малайзии вырубка лесов происходит из-за расширения пахотных земель и добычи древесины. В Северной Америке и Европе леса уничтожают в основном из-за промышленной деятельности и строительства. По данным Фонда тропических лесов Норвегии, за период с 2002 по 2019 года площадь тропических лесов уменьшилась на 571 863 квадратных километра. Из 14 миллионов квадратных метров тропических зеленых массивов уцелело только 36%. 30% лесов пришли в упадок, а оставшиеся 34% исчезли полностью. Такие цифры представлены в отчете Rainforest Foundation Norway. Меньше всего нетронутых тропических лесов осталось в Азии – всего лишь 7%, в то время как в Амазонии остается 72%, из которых 42% растет на территории Бразилии. К тому же огромные площади тропических лесов становятся более фрагментированными. Люди рубят непроходимые леса на меньшие части и подрывают их целостность. Вырубка лесов – это глобальная экологическая проблема, охватывающая все континенты. Но не все понимают ее последствия. Сокращение количества деревьев и других растений вызывает беспокойство у экологов, и сейчас вы поймете почему. Уничтожая деревья, люди в прямом смысле сами себе перекрывают кислород. Нарушается кислородный цикл, и в атмосфере возрастает количество диоксида углерода, что способствует глобальному потеплению. Около 20% всех парниковых газов выделяются впоследствии ликвидации тропических лесов. Кроме того, гниющая и горящая древесина выбрасывает накопленный и удерживаемый ранее углекислый газ обратно в атмосферу. Межправительственная группа экспертов по изменению климата утверждает, что обезлесение привносит около 30% общих антропогенных выбросов углерода. Цифры не радуют. Но идем дальше. Ликвидируя деревья, мы уменьшаем биоразнообразие. Леса являются домом для множества животных и растений, а их вырубка приводит к уменьшению численности и исчезновению некоторых видов флоры и фауны. Во влажных тропических лесах живут до 80% известных живых видов, и вырубка деревьев приведет к разрушению этой экосистемы и критическому уменьшению биоразнообразия. Но и это еще не все. Неконтролируемое обезлесение влечет за собой целый ряд негативных последствий. Например, загрязнение водных ресурсов, разрушение почвы и, как следствие, эрозия грунта, образование пустынь и непригодных для жизни земель, возникновение болот. Вырубка лесов приводит к нарушению циркуляции воды в природе и ухудшает качество жизни людей как в физическом, так и в психологическом плане. Но что мы можем сделать, чтобы не допустить катастрофического обезлесения? Сохранение лесных массивов требует комплексного подхода и зависит от политики каждой отдельной страны. Одни вводят строгие ограничения на вырубку, другие увеличивают объемы восстановительных посадок.
Пути решения этой экологической проблемы непростые и должны включать в себя различные подходы. Разработка норм разумного использования лесных массивов должна лежать в основе решения этой проблемы. Также нужно работать над усилением охраны и контроля ресурсов, улучшением природоохранного законодательства, разработкой системы учета и мониторинга количества зеленых насаждений и развитием альтернативных источников энергии. Привлечение к административной и уголовной ответственности за вырубку леса поможет искоренить браконьерство. Вряд ли у кого-то возникнет желание в виде исключения срубить елочку под Новый год и получить внушительный штраф. Помните, незаконная вырубка деревьев – это преступление. Кроме того, на государственном уровне должны создаваться заповедные зоны, развиваться экологические формы туризма и регулярно высаживаться новые деревья. Предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых, должны запретить вырезать огромные части леса в своих рабочих целях. Разработка экологичных способов утилизации древесных отходов поможет улучшить экологическую ситуацию в целом. На 26-й конференции ООН по изменению климата, что проходила в Глазго, более 100 государств пришли к решению усилить борьбу с проблемой вырубки лесов. Соглашение, подписанное на конференции, устанавливает цель сдержать и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель к 2030 году. Это обязательство подкреплено государственным финансированием в объеме $12 миллиардов США и частным финансированием в объеме $7,2 миллиарда США. А как мы своими силами можем помочь остановить уничтожение лесов? Давайте начнем с повышения осведомленности общественности об этой проблеме. Например, с ранних лет нужно учить детей бережно относиться к растениям и животным. Озеленение территории возле дома, посадка деревьев у берегов водоема – это небольшой, но важный вклад. А выполнить такие простые действия, как экономия печатной бумаги, сдача макулатуры на переработку, отказ от одноразовых бумажных товаров, стаканчиков, салфеток, полотенец и так далее, соблюдение правил пожарной безопасности в лесу не составит труда никому. А что делать, если лес уже вырубили? В такой ситуации нужно запускать процесс лесовосстановления. Его можно применять для создания новых лесов или для улучшения состава древесных пород уже существующих. Леса могут быть восстановлены методом искусственного насаждения или самовосстановления. Искусственное насаждение включает в себя посадку новых деревьев на месте вырубленных или сгоревших лесов. Специализированные лесные хозяйства и волонтеры проводят насаждение новых деревьев, придерживаясь всех правил и рекомендаций. Это основной способ восстановления леса, который выполняется вручную с использованием специального инструмента меча Колесова. Самовосстановление леса – это естественный процесс, когда лес восстанавливается самостоятельно, без человеческого вмешательства. Он может занять много времени, но выходит даже более устойчив и эффективен, чем искусственное залесение. В процессе самовосстановления леса природные процессы, такие как распространение семян, рост молодых деревьев и разложение органических материалов, способствуют восстановлению экосистемы. Метод работает при условии, что человек никак не будет вмешиваться в этот процесс. Кроме того, на практике широко применяется метод реконструкции леса, восстановления поврежденных или деградированных экосистем, в том числе путем восстановления почвенного покрова и биоразнообразия. Вырубка лесов – это серьезная экологическая проблема, которая оказывает негативное воздействие на природу и человечество в целом. Каждое государство должно искать эффективные методы в борьбе с уничтожением зеленых массивов. Но прежде всего, начните менять мир с себя. Только совместными усилиями мы можем сохранить нашу планету для будущих поколений. На этом у меня все, друзья. А как вы считаете, почему многим людям так сложно осознать, что, вырубая лес, они собственноручно наносят вред как окружающей среде, так и самим себе? И есть ли у человечества шанс объединиться и спасти планету? Пишите свое мнение в комментариях. Нам важно его услышать. Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о зеленой энергетике и ее значении для планеты. Без энергии невозможно существование не только человека, но и всего живого на Земле. Поэтому пока будут люди, вопрос об использовании различных источников энергии будет стоять всегда. Традиционные источники работают за счет сжигания угля, нефти и газа. Но эти ресурсы, во-первых, не безграничны, а во-вторых, катастрофически загрязняют окружающую среду. Выход есть – зеленая энергетика.
Но является ли зеленая энергетика хорошей заменой нефти и углю? Какими преимуществами и недостатками она обладает? Почему зеленая энергетика имеет множество противников? Какие убеждения об этом источнике энергии являются мифом, а какие — реальностью? Давайте разбираться. Зеленая энергетика или регенеративная энергетика – это энергия, полученная из природных, возобновляемых и неисчерпаемых источников. Принцип использования зеленой энергии заключается в ее извлечении из возобновляемых органических ресурсов с последующим техническим применением. Возобновляемые источники энергии – это совокупность природных ресурсов, из которых производится электро- и тепловая энергия. Длительная эксплуатация этих источников не приводит к дефициту, ведь их регенерация происходит достаточно быстро. Наиболее популярными источниками зеленой энергии являются вода, ветер и солнце. Использование возобновляемых источников энергии является весьма инновационным направлением и оказывает минимальное влияние на окружающую среду. Но вправду ли все так хорошо, как нам рассказывают? Или все же есть подводные камни? Многие страны мира хоть и стараются переходить на возобновляемые источники энергии, но все же большая часть электроэнергии вырабатывается за счет сжигания ископаемого сырья – угля, нефти и газа. Но почему в ближайшем будущем от них необходимо отказываться? На это есть две основные причины. Первое – полезные ископаемые когда-то закончатся, и человечеству все равно придется осваивать новые источники энергии. Чем раньше начнется переход, тем лучше. Вторая – сжигание угля, нефти и газа приводит к колоссальным выбросам углекислого газа и других вредных веществ. Они загрязняют воздух, почву, воду и способствуют глобальному потеплению. Поэтому прекрасной альтернативой ископаемому топливу стали возобновляемые источники энергии, которые не подразумевают загрязнение атмосферы. Наиболее популярным видом зеленой энергии в 20 веке было электричество, полученное благодаря гидроэлектростанциям. В это время был бум на сооружение ГЭС. С наступлением нового тысячелетия стали стремительно развиваться ветровые и солнечные электростанции. В 2019 году 26,8% мирового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых источников энергии, из которых большая часть, 16%, составила гидроэнергетика. Китай является мировым лидером по производству электроэнергии посредством возобновляемых источников энергии. В 2022 году КНР увеличила мощность своей возобновляемой энергетики на 141 гигаватт. Это намного больше, чем ЕС и США вместе взятые. В результате доля возобновляемых источников энергии в суммарной генерирующей мощности китайской электроэнергетики достигла 45,3%. Следует из отчета IRENA. Вот новых мощностей уже опережает традиционную энергетику. Французская компания Total прогнозирует, что потребление нефти начнет падать уже в конце текущего десятилетия, а британская компания BP ожидает сокращения спроса только после 2040 года. Авторы исследования, проведенного организацией Ember E3G, пришли к выводу, что Европейский Союз за последние годы также повысил выработку ветряной и солнечной электроэнергии, как еще никогда раньше. Если тенденция к развитию возобновляемых источников энергии продолжится, то потребность в угле, нефти и природном газе значительно снижится. Возможно, через несколько десятилетий и вовсе получится полностью отказаться от углеводородов и, как следствие, сберечь экологию и сэкономить миллиарды евро. То, что еще недавно казалось фантастикой, становится реальностью. Но почему при наличии очевидных преимуществ зеленая энергетика имеет множество противников? Возобновляемые источники энергии – это не просто современный тренд, а реальный шанс остановить катастрофическое изменение климата. Европейское зеленое соглашение European Green Deal и стратегия восстановления ЕС одноголосно признают зеленый переход главным двигателем экономического восстановления и будущего роста и процветания Европы. И в то время как одни считают зеленую энергетику панацеей, другие называют ее мечтой хиппи. Давайте рассмотрим самые популярные утверждения о возобновляемых источниках энергии и попробуем разобраться, кто прав, а кто нет. Первое. Зеленая энергетика слишком дорогая и недоступна всем. Еще лет 10-15 назад зеленая энергетика была развлечением для богатых и обеспеченных государств. Ведь стоимость энергии, вырабатываемой ветряками и солнечными электростанциями, была намного меньше энергии, полученной от сжигания ископаемого сырья.
Но сегодня альтернативная энергетика стала достойным конкурентом традиционной. Только с 2010 по 2018 год оборудование для альтернативной энергетики в мире подешевело в среднем на 25%, и цена продолжает падать. Снизилась стоимость не только станций, но и вырабатываемой ими электроэнергии. Как так вышло? Во-первых, ветер и солнце – это местный ресурс, и его не нужно импортировать. Электроэнергию можно производить практически в любой точке Земли и не тратить деньги на транспортировку. Во-вторых, товары, произведенные с помощью зеленой электроэнергии, не облагаются налогом на выбросы углерода. В-третьих, зеленая энергетика привлекает все больше инвестиций, что способствует ее окупаемости и стабильному развитию. Экономическая эффективность альтернативной энергетики подтверждается как на примере высокоразвитых, так и развивающихся государств. Германия, США, Корея, Япония, Италия, Сингапур и даже Малайзия, Таиланд и Бразилия всячески содействуют развитию зеленой энергетики, прибегая к налоговым льготам, лояльным условиям кредитования, концессиям с участием государства. Да, зеленая энергия дороже традиционной, но то, что она доступна лишь элите – миф. Второе. Зеленая энергетика может заменить другие источники энергии. Хотя энергия ветра и солнца доступна круглосуточно, однако генерация электроэнергии за счет солнечных и ветровых станций зависит от силы ветра и мощности солнечной радиации. Эти показатели меняются в зависимости от времени суток, года и места расположения региона, поэтому для поддержания баланса и покрытия дефицита или переизбытка энергии должны использоваться альтернативные источники. В некоторых странах, например, в США, Австралии, Китае, возобновляемые источники энергии стараются балансировать такими же экологически чистыми методами. Но если баланс достигается станциями, работающими на ископаемом сырье, то это уже получается зелено-угольный парадокс. Поэтому выходит, что зеленая энергетика пока не может ни работать автономно, ни полностью заменить традиционные источники энергии. Третье. Возобновляемые источники энергии не вредят окружающей среде. Тут тоже достаточно спорный вопрос. К примеру, выброс углерода при производстве электроэнергии ветровой турбиной равен нулю. Электричество, получаемое от ветра, солнца, воды и геотермальных источников, является экологически чистым, так как его производство не влечет за собой сжигание какого-либо топлива. Получая энергию такими методами, люди не загрязняют воздух и не способствуют глобальному потеплению. Это огромный плюс. Но есть и другая сторона. Потенциальное количество отходов зеленой энергетики огромно. По оценке Bloomberg New Energy Finance, к 2025 году отработанные аккумуляторы, извлеченные из электромобилей, будут весить 600 тысяч тонн. По вопросам Международного агентства по возобновляемой энергии IRENA, к тому времени будет накоплено столько же старых солнечных панелей. IRENA ожидает, что к 2050 году количество отработанных солнечных панелей достигнет 78 миллионов тонн. В Европе в ближайшие 2 десятилетия может накопиться до 300 тысяч тонн в год, выведенных из эксплуатации лопастей ветряных турбин, сообщает торговая ассоциация Wind Europe. В США и Европе изучают варианты выгодной утилизации отходов. Солнечные панели можно переработать на 100%, ведь они состоят из алюминиевой рамы, стекла, пластиковой подложки и тонких пластин кремния. До 90% массы ветряных турбин также можно повторно использовать. Однако прочные и долговечные лопасти изготавливаются из сшитых полимеров, которые нельзя плавить и переработать. И это проблема. Еще минусом является то, что водохранилища, солнечные панели и ветряки занимают значительную площадь. Это уничтожает локальную флору и фауну, но спровоцировать глобальную экологическую катастрофу вряд ли сможет. Четвертое. На альтернативной энергетике отмывают деньги. Альтернативная энергетика в ЕС стала одним из главных способов отмывания денег. Это правда. Самого большого резонанса набрало скандалы 2013 года. В то время инвестиции в зеленую энергетику все активнее использовались итальянской мафией для легализации средств, нажитых преступным путем. Легче всего мафиози удавалось зарабатывать на ветряных электростанциях. Эксперты проанализировали операции сицилийской Коза Ностры, неаполитанской Каморры, калабрийской Ндрангеты и апулийской Сакра Кракорона Унита.
И, как оказалось, они получили щедрые субсидии, выделяемые властями ЕС на развитие возобновляемых источников энергии. Так, в апреле 2013 года полиция Италии изъяла у сицилийского бизнесмена Вито Никастри, работающего в сфере возобновляемых источников энергии и подозреваемого в связях с мафией, финансовые активы и имущество общей стоимостью 1,3 миллиарда евро. Годом ранее полиция Италии арестовала активы калабрийской мафии Ндрангеты на 350 миллионов евро, включая крупнейшую ветровую электростанцию в Европе. По оценкам Европола, только операции Ндрангеты оцениваются более чем в 44 миллиарда евро в год. Это очень серьезная проблема для Евросоюза. С самыми популярными убеждениями разобрались. Следуя логике всего вышесказанного, зеленая энергетика, несмотря на спорные моменты, все же должна стать тем самым спасательным кругом для экологии. Но что-то идет не так. Почему выбросы парниковых газов не снижаются, а продолжают расти? 20 лет назад, когда началось развитие зеленой энергетики, экологи уверяли, что только она сможет решить проблему глобального потепления. Но за 2 десятилетия длинный путь развития прошла не только зеленая энергетика, но и отрасль традиционной генерации. Возросло количество заводов и фабрик, работающих на ископаемом сырье. Увеличились объемы производства. Параллельно с экологичным все страны развивают стабильное традиционное производство энергии, работающее за счет сжигания угля и нефтегазовых продуктов. Их производство ежегодно растет. Такие данные указаны в отчете компании British Petroleum. В настоящее время на возобновляемые источники энергии приходится лишь около 30% мирового производства электроэнергии. К 2030 году эта цифра должна вырасти до 30-45%. А это еще долгий путь, ведь мир едва сдвинулся с мертвой точки. Большинство стран взяло на себя обязательство в ближайшие десятилетия достигнуть углеродной нейтральности, то есть полностью прекратить выбросы парниковых газов. Пока будут выбросы, Земля продолжит нагреваться. Концентрация в атмосфере парниковых газов должна стабилизироваться и перестать стремительно расти. Как думаете, у людей получится это сделать? И считаете ли вы зеленую энергетику спасением для планеты? Пишите свое мнение в комментариях. Наша цивилизация является техногенной и не может прожить без различных девайсов и технологий на нынешнем этапе. И одним из самых главных элементов в этой крайне сложной и многоэтапной системе является нефть. Нефть – это кровь современного мира, а двигатель внутреннего сгорания – его неукротимое сердце. Это черное золото является уникальным и невозобновляемым ископаемым, которое сформировалось из остатков органических отходов в результате колоссального давления и серьезных температурных воздействий. Способ добычи нефти на самом деле прост. Специалисты ищут место с возможными залежами и бурят скважину до нужного уровня. Нефть, находясь под давлением, самостоятельно выбирается наружу. Иногда для эффективности устанавливают дополнительные насосы или закачивают воду под землю, чтобы повысить выходящее давление и добиться максимальной эффективности. Сегодня человеческая раса – это глобальная цивилизация, которая сильно зависит от обильных запасов сырой нефти. В период с 1965 по 2015 год спрос на сырую нефть вырос примерно в 3 раза. Этот удивительный ресурс используется не только для двигателей внутреннего сгорания. Мы буквально во всем зависим от них. Продукты питания, материалы, одежда, компьютеры, мобильные телефоны, фармацевтические препараты и так далее. Все прямо или косвенно требует сырой нефти и других ископаемых видов топлива для частей их производства или транспортировки. Пока ученые не смогли синтезировать нефть в лабораториях, и очевидно, что это жидкое золото со временем станет иссякать. Впрочем, случится это не внезапно. Более того, технически говоря, на самом деле маловероятно, что у нас когда-нибудь закончится нефть. Но это не потому, что по всему миру закопано бесконечное количество черного вещества. Нефть и все другие ископаемые виды топлива по самой своей природе являются органическими ресурсами. Но по мере того, как более легкие резервуары нефти истощаются, другие более сложные резервуары становятся экономически жизнеспособными. Более глубокие и другие, более сложные с технической точки зрения месторождения обходятся дороже в эксплуатации.
инфляции. Но пока существует спрос на нефть, они того стоят. Согласно статистическому обзору British Petroleum, у нас должно хватить запасов примерно до 2070 года. Интересно, а каким может быть мир без нефти и как ее отсутствие повлияет на различные сферы жизни? Экономика. Да, первый удар придется по экономике стран, зависящих от добычи углеводородов. В первую очередь это страны ОПЕК и Ближнего Востока. Здесь десятки тысяч людей останутся без работы и серьезного заработка, что может спровоцировать социальные волнения и беспорядки. Это интересный мысленный эксперимент внезапно изобразить мир без нефти. В своем логическом заключении он включает в себя гораздо больше – полный и быстрый распад общества, ведущий к тотальному откату практически по всем фронтам. Как минимум, мир вернется в середину XIX века, когда человечество только начинало добывать углеводороды в серьезных количествах. Поскольку подавляющая часть производимой и импортируемой нефти используется для двигателей наших автомобилей, мотоциклов, грузовиков, поездов и самолетов, влияние на транспорт будет самым сокрушительным. Цены на заправках сразу же подскочат до невообразимых высот, хотя скоро они попросту исчезнут. Потому что стратегический резерв готовых нефтепродуктов, бензина, дизельного и авиационного топлива часто предлагался, но никогда не создавался, и подавляющее большинство стран не имеют такого резерва. В течение месяца все топливные баки будут сухими, а дороги, рельсы и небо станут практически пустыми. У нас, конечно, есть электропоезда, но железнодорожные перевозки зависят от автомобилей на каждом конце пути. Без нефти прекратилась бы авиация, судоходство и автоперевозки. В результате мировая торговля столкнется с серьезными трудностями. И снова представим себе этот далекий мир XIX века, где велосипед мог стать основным средством передвижения. Конечно, стоит помнить об электрокарах и других современных продуктах индустрии, типа сегвеев и электроскутеров. Но проблема в том, что пластмасса и многие другие жизненно важные элементы конструкции также являются вторичными продуктами обработки нефти. Автомобильная промышленность является глобальной отраслью. Ископаемое топливо необходимо для транспортировки компонентов, используемых в транспортных средствах, к месту фактического производства. Поэтому даже в случае пропажи всей нефти земного шара электрокарам не удастся покорить мир. Конечно, в перспективе ситуация может измениться, но поначалу мы будем очень зависеть от расстояний, и наша жизнь кардинально поменяется. Как далеко до ближайшего продуктового магазина? Сколько времени нужно, чтобы ходить пешком до работы? Столкнувшись с нашей зависимостью от автомобилей, мы будем искать любые решения, которые сможем найти. Вскоре мы будем искать электромобили или стараться переоборудовать наши автомобили для работы на природном газе. Но нам нужно будет некоторое время подождать, чтобы обеспечить адекватные поставки природного газа, создать инфраструктуру доставки и переоборудовать машины. Еда. С едой все тоже будет сложнее. Отсутствие нефти указывает на то, что сельскохозяйственные тракторы и другое оборудование остановились. А рыбацкие лодки не могли выйти в море без топлива для своих дизельных двигателей. Что еще более серьезно, это то, что производство искусственных удобрений столкнется с трудностями, учитывая, что это зависит от водорода из природного газа, реагирующего с азотом. И опять же, транспортные компании и крупные сети не смогут доставлять нам те продукты, к которым мы привыкли. Позаботьте о бананах, свежих мандаринах и других экзотических фруктах. В мире без нефти вы перейдете на продукцию местных фермеров. Хотя, если никто не может привозить свежие овощи со всей страны, мы, возможно, склонны вернуться к основам и выращивать собственные продукты. Потребностью станут местные фермеры, а не просто люди, которые продают нам мед на базаре. Сельское хозяйство могло бы продолжаться в меньших масштабах, следуя старым методам с сезонным местным ассортиментом продуктов питания. Тем не менее, убедитесь, что еда поступает свежей, потому что ее будет очень трудно хранить в холодильнике. Конечно же, рыбалка и охота может стать дополнительным выходом, но здесь еще одно «но». Леска тоже сделана из нефтепродуктов, поэтому ее не будет в наличии. Предметы быта. Одно из важнейших веществ, получаемых из нефти – пластмасса.
Очевидно, что ее было бы невозможно производить в сегодняшних масштабах, если бы добыча нефти внезапно прекратилась. В нашей жизни проще назвать предмет, который так или иначе содержит пластмассу или другие нефтепродукты, чем наоборот. Полиэтилен, например, используется для изготовления упаковки, строительной и сельскохозяйственной пленки, термоусадочной пленки, бумажных и картонных покрытий, пакетов для переноски, мешков и шлангов. Кроме того, сюда входят трубы, бутылки, канистры, ведра, электроизоляция, предметы домашнего обихода и технические изделия, некоторые прогулочные лодки, пенопласт, игрушки и многое другое. Осмотрите комнату, в которой вы сидите, и подумайте, сколько там вещей из пластика. Ответ – почти все. Этот материал произвел революцию в нашей повседневной жизни. Отопление. Исчезновение нефти будет означать существенные потери для выработки электроэнергии. Одним из наиболее важных последствий внезапной остановки добычи нефти является то, что большинство людей попросту не сможет приготовить пищу обычным способом или банально отапливать свои дома. Многие отрасли промышленности зависят от нефти и газа, и конкуренция за то, что останется после прекращения добычи, будет жесткой. Конечно, во многих ТЭЦ используется уголь, но его доставка также осуществляется за счет транспорта, работающего благодаря нефти. И есть альтернативные и возобновляемые источники энергии типа ветряных турбин или солнечных батарей. Но их мощности на данном этапе недостаточно, чтобы обеспечить все потребности цивилизации. Социальный подтекст. Конечно, пока мы рассмотрели только физические особенности исчезновения нефти на планете. Но стоит понимать, что люди и социум кардинально трансформируются в течение кратчайших сроков, что влечет за собой тотальное изменение ситуации на всем земном шаре. Первые несколько месяцев будут самыми сложными и решающими в судьбе цивилизации. Конец нефти означает конец транспортировки, цепочки поставок, необходимой для функционирования современного общества. Грузовики, которые привозят все необходимое в города, остановятся, а машины, которые ввозят рабочих на работу, станут совершенно бесполезными. Это немедленно остановило бы большинство предприятий и служб в развитом мире. Это включает армию и национальную гвардию. Современные вооруженные силы почти бесполезны без транспорта для перевозки войск, продовольствия, боеприпасов и медикаментов. Электричество в большинстве мест закончилось бы в течение недели, потому что поезда, доставляющие уголь, работают на дизельном топливе. Потеря угольных электростанций приведет к нарушению баланса энергосистемы и вызову каскадных отключений. Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии были бы доступны в течение нескольких месяцев, если бы их участки сети были должным образом изолированы. Возможно, они даже продолжали бы работать в течение многих лет при надлежащей защите. Пока невозможность смазывать движущиеся части или заменять сломанные компоненты, да, масло, солидол и другие смазочные материалы делаются из нефти, в конечном итоге не привела бы к поломке. Поначалу люди в сельской местности будут в порядке, но города быстро станут непригодными для проживания и будут покинуты. Через пару недель вся еда в городах будет исчерпана, и люди будут сражаться насмерть за ресурсы, пытаясь покинуть каменные джунгли на велосипедах. Следующими падут близлежащие деревни, куда доберутся эти толпы беженцев. Когда запасы в пределах недели ходьбы истощаются, от голода умрет примерно половина населения. Случится это в течение нескольких месяцев. Еще треть умрет в течение года. Только люди, живущие вдали от цивилизации, будут в относительной безопасности. По иронии судьбы, беднейшие части развивающегося мира не пострадают, и для них ничего кардинально не поменяется. Следующим этапом развития социума станет формирование обновленного мира без нефти, где люди будут заново осваивать технологии электрических двигателей и других проектов, популярных при донефтяной эре. Конечно, такой процесс будет крайне сложным и бесполезным. Но в конце концов это случится. Через 50-100 лет население мира стабилизируется на уровне 1,5 миллиарда человек. Потеря нефти определенно приведет к концу света, который мы знаем. Это, вероятно, отбросит человеческую цивилизацию на 200-400 лет, прежде чем все будет восстановлено до сегодняшнего качества жизни с использованием альтернативных источников энергии. Выводы.
Конечно, внезапное исчезновение нефти будет означать сокрушительный удар по цивилизации, который она может и не пережить. Хорошо, что такая ситуация невозможна в принципе, и нефть будет иссякать постепенно, а планета намекать нам на то, что необходимо обращать больше внимания на альтернативные источники энергии и искать выход из сложившейся ситуации. И этот выход обязательно будет найден. Уже сегодня есть образцы удивительных двигателей, работающих на водороде, а также многие другие чудеса света, которые попросту ждут своего часа. И даже без нефти, если она не закончится в одночасье, наш мир и человечество будет жить. Возможно, даже станет приятнее и прекраснее, а природа вокруг расцветет с новой силой. Ведь планета — это не только человек, а техногенная цивилизация не ответ на все вопросы. Симбиоз природы и человечества может стать ответом на многие важные вопросы и новой ступенью развития. Привет, друзья! Рады видеть вас на канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о нерушимой связи человека с природой. В современном мире люди оказывают колоссальное влияние на окружающую среду, используя земные ресурсы и целенаправленно преображая их во благо обществу. Но безопасны ли искусственные изменения для самой экосистемы? В этом видео вы узнаете, как человек, подобно Богу, преображает природу, озеленяет пустыни и превращает их в оживленные города, создает и осушает водоемы, способствует восстановлению плодородности почвы и препятствует развитию эрозии. Впереди вас ждет 10 самых невероятных изменений в природе, выполненных руками человека. Поэтому садитесь поудобнее, будет очень интересно. Создание природоохранных зон. По данным ООН, Международного союза охраны природы и National Geographic Society, площадь сухопутных природоохранных зон Земли составляет более 20 миллионов квадратных метров, а морских – более 27. Это больше 147 тысяч объектов, что занимает примерно 15% всей суши планеты и 7,6% поверхности океана. Чтобы остановить гибель животного и растительного мира, эти территории находятся под строгим режимом охраны. Вмешательство людей в естественные процессы категорически исключаются, и природа остается в первозданном состоянии. Да, в этом случае невероятное преображение природы заключается в том, что человек ее не трогает. Международная классификация охраняемых зон состоит из 6 категорий. Первая, 1А, это строгие биосферные заповедники. 1Б – дикие территории. Вторая категория – национальные парки. Третья – памятники природы. Четвертое – зоны охраны места обитания животных и растений. Пятое – охраняемые ландшафты и побережья. Шестая – охраняемые территории со щадящим использованием экосистем. Гренландский национальный парк – самая большая на земном шаре природоохранная зона с площадью 972 тысячи квадратных километров. В биосферном заповеднике расположена метеостанция, научный центр, охранные посты. Здесь живут овцы-быки, моржи, белые медведи и другие редкие животные. Из людей тут можно увидеть лишь поодиноких работников парка. Озеленение пустынь. Процесс превращения засушливых безжизненных земель в плодородные зеленые просторы достаточно трудоемкая и сложная работа. Однако это способствует борьбе с изменением климата, засухой, голодом, а также позволяет продуктивно использовать землю для экологических целей. Но как сделать так, чтобы на сухой земле хоть что-то прижилось? Обычно используется комбинация методов: грунтовые воды, искусственное орошение, дождевые и преобразованные сточные воды. Для высаживания выбираются непривередливые к условиям растения или те, которые любят соль, чтобы подпитывать их соленой водой. Также регулярно внедряются ноу-хау: помещение саженцев в трубку, что удерживает влагу, водоудерживающие смолы, инновационные методы конденсации. Сегодня проекты озеленения пустынь успешно работают в Африке, Китае, на Ближнем Востоке. Так, в китайской пустыне Муус озеленительные работы начались в 1959 году и ведутся по сей день. Китайцы высадили специальные лесополосы из устойчивой к изменениям климата сосны. Траву они укрывают сеном, которое защищает ее от солнца и удерживает влагу. Проект называется «Зеленая китайская стена», и каждый гражданин Китая от 11 до 60 лет обязан раз в год высадить здесь 3-5 деревьев.
Осушение водоемов и болот. Глобальные осушительные мероприятия за последние десятилетия внушительно набрали оборотов. Самые распространенные причины – дальнейшая очистка водоема от донных отложений, изменение направления русла, получение площадей под застройку. Устранение избыточной влаги из водоемов и болот осуществляется специальным инженерным оборудованием, дренажными системами, поднятием уровня земли или высадкой специальных сельскохозяйственных культур. Но необдуманное вмешательство в природу может вызвать необратимые процессы и повлечь за собой экологический кризис. К примеру, вымирание местной флоры и фауны. Были случаи, когда люди признавали свою ошибку и восстанавливали водоемы. Однако часто случалось, что влага полностью исчезла из-за человеческой халатности. Яркий пример последнего – осушение Аральского моря. Голубая жемчужина Средней Азии площадью 68 тысяч квадратных километров превратилась в песчаную соленую пустыню. Люди отобрали много воды из русел рек Амударья и Сырдарья, чтобы оросить посевные земли. Так Аральское море лишилось главных источников наполнения. Сегодня от него осталось лишь два отдельных водоема – Малый и Западный Арал. Вернуть море в прежние границы уже невозможно. Очистительные сооружения – это комплекс специальных конструкций, предназначенных для очистки сточных вод от хозяйственно-бытовых и промышленных отходов. Качественные очистительные сооружения необходимы каждому населенному пункту, чтобы вода, попадающая в окружающую среду, не вредила экосистеме. Без надлежащей очистки токсичные жидкие отходы отравят грунт и водоемы. Погибнут растения, животные. У людей все чаще будут встречаться такие заболевания, как диарея, холера, гепатит. Существует 4 основных метода очистки сточных вод – механический, химический, физико-химический и биологический. Совокупность нескольких методов при грамотном проектировании очистительных сооружений дает отличный результат. Иногда после фильтрации вода выходит чище, чем естественные водоемы. Так люди преображают водные стоки, загрязненные в результате своей же деятельности. Одно из крупнейших в мире очистных сооружений расположено в Египте, в Габал-эль-Асфар, что неподалеку Каира. Конструкция мощностью более 2 миллионов кубических метров в сутки обслуживает около 10 миллионов жителей. Строительство городов. Тысячелетиями люди преображают природу, превращая пустынные территории в города. Урбанизированная форма городского поселения, как правило, возникает стихийно. Многие крупные города развивались не одно столетие. Но есть один феномен, о котором слышал даже ленивый – Эмират Дубай. Как людям удалось превратить маленькую портовую деревушку в уникальное экономическое чудо менее чем за 100 лет. Развитие Дубай началось в 1960-х годах, когда здесь были обнаружены запасы нефти. Шейхи понимали, что природные ресурсы не безграничны, поэтому в 90-х был разработан план по превращению Эмирата в мировой центр бизнеса и туризма. Создание мощной транспортной инфраструктуры и отмена налогов для всех жителей страны были основными его пунктами. Сюда вливались серьезные инвестиции со всего мира, а 51% акций каждой компании принадлежал государству. Также туризм, продажа недвижимости и проведение престижных мероприятий мирового уровня способствовали вливанию крупного капитала в Дубай. В 2022 году в пустыне Саудовской Аравии начали строительство еще одного города будущего. Он будет представлять собой 2 параллельных здания длиной 170 километров, где будет проживать 9 миллионов человек. Искусственные водоемы – это созданные людьми места, где скапливается и длительное время хранится вода. Всего выделяют 3 основных вида искусственных водоемов – каналы, водохранилища, пруды. Каналы – вытянутые водоемы, что соединяют между собой реки и озера, улучшают водоснабжение, способствуют судоходству. Водохранилища – огромные водоемы в долинах рек, что создаются с целью накапливания водоресурсов для последующего использования воды в хозяйстве, защиты от наводнений, выработки электроэнергии. Пруды – небольшие водоемы, где хранят воду для орошения и других потребностей, разводят рыб и птиц или создают их в качестве декоративного элемента ландшафта. Водохранилище Виктория – самый крупный на планете водоем, созданный человеком. Он появился в 1950
1954 году, когда на реке Нил возвели гидроэлектростанцию. Водохранилище расположено на экваторе, в тектоническом прогибе восточноафриканской платформы, на территории Танзании, Кении и Уганды. Площадь зеркала Виктории составляет 76 тысяч квадратных километров, что можно сопоставить с площадью Панамы. Мощение дорог. Потребность покрытия горизонтальной поверхности каким-то твердым материалом возникла еще в стародавние времена. Более чем за 4000 лет до нашей эры, когда в Месопотамии появились первые колесницы, заострилась проблема перевода грунта из жидкого состояния в твердое. Так люди пришли к возведению дорог из деревянных перекладин, плит известняка, кирпичей, брусков камня. Самые древние обустроенные дороги были обнаружены у города Ур в Месопотамии в долине рек Тигр и Ефрат и рядом с городом Гластонбери в Англии. А в Европе на острове Великобритания была найдена дорога Свит-Трек, сооруженная из деревянных перекладин. Все три датируются 4-м тысячелетием до нашей эры. На острове Крит были открыты дороги 3000-х годов до нашей эры, мощенные известняковыми плитами. Литой асфальт люди начали изготовлять и применять лишь под конец XIX века. Так, не имея специальной техники и знаний, наши предки покоряли природу и преображали окружающую среду под свои потребности. Рекультивация земель – это комплекс мер, направленный на восстановление плодородия земель, которое снизилось в результате деятельности человека. Рекультивация нарушенных земель осуществляется с целью повторного их использования в хозяйственных, строительных, природоохранных или санитарных целях. Процесс восстановления грунта специалисты разделяют на два основных этапа – механический – обновление ландшафта с захоронением отходов, и биологический – непосредственное повышение показателя плодородности путем посева некоторых культур. Восстановлению подлежат земли, что подверглись изменениям в структуре рельефа вследствие вырубки лесов, добычи полезных ископаемых, возникновения свалок, строительства городов, возведение ГЭС, проведение военных испытаний. Первое упоминание о рекультивации земель впервые было в конце XVIII века, когда начали эксплуатировать Рейнский каменно-угольный бассейн. А уже в середине XIX – начале XX века в Западной Германии начали применять лесную рекультивацию – озеленение терриконов, угольных шахт и карьеров по добыче строительных материалов. Бурение шахт. Шахта – это вырытая в земле нора, что опускается на сотни метров вниз и разветвляется в стороны горизонтальными тоннелями. При помощи взрывов и работы со спецтехникой подземный рельеф подвергается искусственному изменению. Так шахтеры пробивают ходы под поверхностью грунта и добираются до ценных пластов полезных ископаемых. Они откалывают куски пород, разбивают их на мелкие части и на конвейерах поднимают на поверхность. Это опасная и тяжелая работа. В шахте может повыситься уровень угарного газа, произойти обвал и даже взрыв. Еще задолго до нашей эры наши предки поняли, что в недрах земли скрыто очень много ценностей. Уже тогда при помощи самодельных горных орудий из рога, камня и дерева они стали прокладывать довольно сложные подземные ходы. Самой старой шахтой в мире является рудник Нгвеня, расположенный в Южной Африке. Здесь еще в каменном веке добывали руду, чтобы получить из нее охру. В наши дни в руднике ведется активная добыча золота, серебра и железа. Полезащитное лесоразведение. Так называют посадку защитных полос из деревьев по границам полей севооборота. Обычно полосы формируются из 3-5 рядов быстро растущих биологически непроницаемых деревьев, что образует верхний ярус насаждения. Как правило, это береза, дуб, сосна, тополь. Подлесок, что укрепляет вертикальный профиль насаждения, создают кустарники – бузина, боярышник, облепиха, кизил. Для каждой зоны подбирают оптимальную конструкцию и состав деревьев и кустарников. Полезащитные насаждения способствуют равномерному распределению снега на полях, сокращают испарение влаги с поверхности грунта, препятствуют развитию водной и ветровой эрозии. Так улучшаются экологические условия и повышается урожайность. Сегодня полезащитное лесоразведение является частью агролесоводства, современного направления ведения хозяйства, что активно применяется во многих странах Европы и всего мира. Люди научились преображать природу себе во благо, объединяя выращивание лесных и сельскохозяйственных культур на одной территории.
Человек – единственное живое существо на планете, действия которого изменяют природу. С каждым годом мы используем все больше природных ресурсов, что уже привело к ощутимым изменениям климата. Поэтому человечеству нужно максимально искоренить негативное воздействие на экосистему и заниматься лишь разумным преобразованием. Как вы думаете, что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды? И какое искусственное преображение, упомянутое в нашем видео, является безопасным для экосистемы?